Всем привет! В этом видео история Дворца детского и юношеского творчества на Салтовке. Узнать Дворец детского и юношеского творчества легко. Огромная советская постройка с башней в Парке Победы. В башне находится обсерватория, которая функционирует до сих пор. Дворец пионеров, так он назывался раньше, исполком Харьковского горсовета решил спроектировать в 1977 году. Разместить здание запланировали на территории коллективных садов работников Харьковского электромеханического завода. Участок земли выделили спустя 7 лет после инициативы. Строительство планировали провести на протяжении 1985-1987 годов. В 1985 году только выполнили нулевой цикл работ, после чего строительство приостановили. Возобновили его только в начале 90-х по инициативе тогдашнего мэра Харькова Евгения Кушнарева. Так, Дом пионеров, нынешний Дворец детского и юношеского творчества, стал долгостроем. В 1992 году сдали первую очередь здания, утвердив первый статут дворца с названием «Городской детский дворец культуры». Вторую очередь здания сдали в эксплуатацию уже в 1993 году, 21 августа, перед Днем Харькова. Благодаря настойчивости, общим усилиям и сплоченному труду, намеченный 16 лет назад план воплотили в жизнь. И вот август 1993 года стал официальной датой открытия Дворца пионеров на Салтовке, ныне известный как Харьковский дворец детского и юношеского творчества. По решению исполкома Горсовета Харькова в мае 2000 года дворцу предоставили земельный участок площадью более 4 гектаров для постоянного пользования. Через 5 лет учреждение переименовали в Харьковский дворец детского и юношеского творчества Харьковского горсовета. Здание является коммунальной собственностью. В 2001 году Харьковский дворец детского и юношеского творчества горсовета признали одним из самых больших учебных заведений Украины. Общая площадь помещений превышает 16 квадратных метров. В помещении есть 4 этажа. Здесь работает более 100 преподавателей и функционирует 60 кружков различных направлений. Дворец работает до сих пор. Его основная функция – обучение и воспитание маленьких харьковчан во внеурочное и внешкольное время. Основное направление – гуманитарно-эстетический, художественно-эстетический, социально-реабилитационный, научно-технический, физкультурно-спортивный и методический. Во дворце на Салтовке есть театрально-концертный зал почти на 500 зрителей, лекционный зал на 140 слушателей, обсерватория, оранжерея, выставочный зал, механический и плотницкая мастерские, спортивный комплекс с 3 спортзалами и 2 бассейнами, открытые корты. Сейчас проектная мощность дворца на обучение детей в кружках, секциях, творческих коллективах составляет около 5000 человек. Количество воспитанников, зачисленных и обучающихся в творческих объединениях, составляет около 4500 человек. Заведения посещают и принимают участие в различных мероприятиях в среднем около 3000 посетителей в месяц. Директору дворца в 2010 году присвоено звание «Заслуженный работник образования Украины». В октябре 2012 года при дворце был открыт бассейн, в котором могут заниматься дети от 3 лет до 18.
Бассейн имеет две чаши, детский так называемый лягушатник и взрослый бассейн на 25 метров. У бассейна большая раздевалка с кафельным полом. Вот этот пол больше притягивал салтовских подростков в конце 90-х и начале нулевых. Здесь на полу было удобно заниматься брейкингом. Подростки разработали целую схему отвлечения внимания техничек, которые охраняли бассейн. В этих тайных тренировках зарождался харьковский брейк. А первый праздник, который праздновали во дворце – новогодняя елка для кружковцев в конце декабря 1992 года. Из архитектурных особенностей дворец стал поводом для мемов. Внешне обсерватория напоминает эротический символ. А в целом внешний фасад здания выполнен в классическом стиле. В его архитектуре предусмотрена, как я уже упоминал, сегодня обсерватория, которую можно заметить невооруженным взглядом. Очертания ее приближаются к мужскому естеству. Работники дворца ничуть не обижаются на такое сравнение. Более того, они тайно гордятся этим. Да и многие харьковчане как только не называют эту часть здания под названием обсерватория, напоминающую эротический символ. Дворец детского и юношеского творчества на Салтовке никогда бы не привлек к себе столько внимания, если бы не форма обсерватории. Как правило, эта постройка попадает еще и в рейтинги самых уродливых. Любопытно, что на официальном сайте дворца не указали автора здания, а автор Виктор Бобровский, а элемент здания, который привлекает всеобщее внимание, задумывался как обсерватория с раздвигающимся куполом. Только обычно этот элемент ставится на плоском здании, а Бобровский построил башню и уже на нее этот купол. А вот боковой фасад дворца нельзя увидеть сразу. Хотя многие отмечают его необычный вид и даже некую величественность. В строении здания предусмотрено большое количество колонн, между которыми расположены стеклянные проемы. Дворец детского и юношеского творчества на Салтовке находится на территории Парка Победы, который в свою очередь был построен в 1985 году. Его реконструировали ко дню города в 2020 году. До этого он считался одним из заброшенных в Харькове. Для отдыха жители Салтовки положили новый асфальт, поставили новые лавочки, отремонтировали фонтаны. Видео про обновленный Парк Победы есть на канале. Посмотреть его сможете, перейдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Дворец детского и юношеского творчества. В этом здании сплелись прошлое и будущее. Типичный советский модернизм и что-то футуристическое, космическое. Это даже, можно сказать, уверенно символ всей Салтовки. Я благодарю всех за просмотр. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!